Каждый, кто пользовался когда-нибудь аккумуляторами, я думаю, знает, что за здоровьем его нужно следить. И один из параметров его здоровья – это внутреннее сопротивление. Конечно, реально внутри никакого аккумулятора подобных сопротивлений нет. Это расчетное значение, которое зависит от ряда параметров. Сейчас мы их не будем разбирать. Мы разберемся, как его можно просто измерить при помощи обыкновенного мультиметра, чтобы не покупать каких-то дорогих приборов, тем более, если вам это все нужно сделать один или два раза, когда-никогда. Давайте посмотрим на схему, чтобы понять, как это все можно просто сделать. Делать мы будем всего лишь два измерения. Я уже измерение сделал, хотя покажу еще раз, продублирую, как это все делается. Итак, есть у нас аккумулятор, есть прибор. Можно даже прибор стрелочный. Но вообще, чем точнее ваш прибор, тем точнее вы замерите внутренние параметры вашего аккумулятора, внутреннее сопротивление. Все эти возможности мы регулярно обсуждаем в моем телеграм-канале и чате. Если кто еще там не зарегистрирован, ссылку найдете ниже под видео. Переходите туда, регистрируйтесь, если понравится, конечно, и участвуйте. Также нам понадобится какой-нибудь низкооомный резистор на несколько ватт. У меня это 2,2 Ома. Можете взять какой-нибудь другой. И вот, как будет это все выглядеть. Я схематически изобразил здесь наше внутреннее сопротивление, источник ИДС. Нам нужно узнать падение напряжения на этом сопротивлении. Как это сделать? Для этого мы должны сначала измерить напряжение, вот как раз это и есть наш первый замер U1, напряжение источника ИДС. Наш аккумулятор без нагрузки. Включаем режим измерения, берем аккумулятор и измеряем. И записывайте эти показания. Это будет первое измерение. Второе измерение. Смысл второго измерения в чем? Вы должны сделать этот замер того же аккумулятора тем же прибором, но только параллельно источнику напряжения подключить наш нагрузочный резистор. Так сказать, напряжение под нагрузкой, падение напряжения на резисторе. Чем будут толще провода, тем лучше, и чем они короче. Делаем, подключаем к нашему источнику сопротивление и меряем. Мне сейчас перед камерой это неудобно сделать, я делал это чуть раньше. У меня получилось 3,902, это было без нагрузки, и 3,462 под нагрузкой. Это напряжение в вольтах. Все, больше замеров мы никаких не делаем, прибор нам больше как бы не понадобится. Теперь делаются простые расчеты. Как находится вот это внутреннее напряжение на нашем резисторе падения. Если мы знаем здесь общее, без нагрузки напряжение, и знаем на нагрузке напряжение, это второе, то вот это внутреннее, если не учитывать сопротивление проводов, а я вам сказал, что их лучше взять как можно короче и как можно толще, то оно равно, вот это напряжение U3 равно U1 минус U2. У меня получилась разница 0,44 вольта или 440 милливольт. И вот, теперь нам нужно еще рассчитать ток. Ток у нас цепь однородная, значит ток в ней тоже однородный. Как так сказать, будет одинаковый во всех точках цепи. Он рассчитывается, если мы знаем наше сопротивление, у меня это 2,2 Ома, и я знаю падение напряжения на этом резисторе. Это был второй замер. 3,462 делю на 2,2 и получаю 1,573 ампера. 1 ампер и 573 миллиампера. Теперь мы как бы все знаем для нашего последнего расчета. R внутреннего аккумулятора равно U падение напряжения на этом резисторе. Вот мы его посчитали 0,44. И знаем теперь ток. Это 1,573. Заносим в калькулятор или кто в уме и рассчитываем. И у нас получается 279 миллиом. Это, конечно, довольно большое сопротивление для такого аккумулятора. Ну и аккумулятор уже не свежий. Это с разборки со старых аккумуляторных батарей от ноутбуков. Как я вам сказал, чем оно будет ниже, тем в лучшем состоянии находится ваш аккумулятор. Почему чем ниже, тем лучше? Для этого можно взглянуть на схему, и это сразу станет понятно. Вот наш источник ИДС, и последовательно с ним включен резистор. Понятно, что чем он будет больше, тем меньше будет ток вытекать из нашей батареи или из нашего аккумулятора. И чем он будет меньше, тем будет больше ток. Все
Все очень просто. Если видео понравилось, с вас лайк. Также не забывайте, кто еще не подписан, подписываться на канал. Делитесь видео, пишите комментарии. А на этом всем пока.